Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала. С вами Женя. Вы на канале «Счастье в нас самих», где есть ответы на любые вопросы. Есть большое количество инструментов для улучшения жизни, для улучшения всех сфер жизни. И также практики, настрои, ритуалы, саблиминалы, медитации для исполнения любых желаний, но и также для избавления от всего, что мешает вам жить счастливо. Все практики и медитации, они устроены так, что они изменяют ваше внутреннее состояние. Они вводят в ваше подсознание нужные установки, нужные изменения, и, соответственно, плавно вы начинаете мыслить по-другому и относиться к ситуациям и к событиям по-другому. Это вызывает другие мысли, другой посыл, и, соответственно, начинает меняться ваша реальность. Пользуйтесь, ведь все же сделано для вас, ну и, конечно, с любовью. Я всегда говорю вам, я очень вас люблю, я люблю всех. Для меня нет плохих людей. Есть люди, с которыми мне по пути, а есть с которыми не по пути. Это единственная разница. Но от этого отношение к людям у меня не меняется. Научитесь этому. Это чувство можно в себе развить и культивировать. И тогда люди, которые будут в вашем окружении, соответственно, будут меняться. Останутся только те, кто действительно любит именно вас, кому ничего от вас не надо, кроме вас. И тогда вот с такими людьми очень интересно можно идти по жизни. Ну и, как всегда, это ваш выбор. Сегодня мы посмотрим, что же было бы здорово изменить для того, чтобы изменилась ваша жизнь. Это я изначально, конечно, мысли, но для того, чтобы изменились мысли, надо иногда увидеть, ну не иногда, наверное, всегда посмотреть, как и что было бы здорово изменить. Отношение к чему, отношение к кому. И тогда действительно жизнь может измениться. Ну и, конечно, как всегда, сосредоточьтесь на себе любимых, сделайте себе комплимент, похвалите себя и обязательно улыбнитесь. Улыбка улучшает жизнь. Чем больше вы улыбаетесь, тем больше причин для улыбок дает вам Вселенная. Ну что, как всегда, 3 карты. Больше я не выкладываю. Не очень люблю на сегодняшний день делать длинные, долгие расклады. Просто анализируя мое творчество на канале, я увидела, что вам интереснее, большинству из вас интереснее, когда быстро, лаконично. Ну а для тех, кому интересен долгий расклад, пожалуйста, приглашаю на личную консультацию. Мои контакты всегда под каждым видео, и я всегда рада помочь и поговорить. Ну что же первое надо изменить для того, чтобы изменилась жизнь? Первое, что надо изменить, это свое отношение к прошлому. Тут же вышла логическая карта. Это логически, это у большинства из нас, можно сказать, даже проблема. Мы нет-нет, да, возвращаемся к прошлому. И, соответственно, это прошлое, если мы его не отпустили, и мы сейчас говорим о негативных событиях, о негативных опытах. Ведь если вы не отпускаете позитив, вы культивируете позитив в настоящем и в будущем. А тут получается, что вы никак не можете отпустить кого-то. Тут человек, тут женщина, это женщина. И
Скорее всего, для мальчиков это может быть бывшая возлюбленная, бывшая жена, бывшая подруга, какие-то бывшие отношения, которые не были совсем позитивными, и нет-нет, да вы возвращаетесь к этому, и это мешает вам воспринимать настоящее и будущее. По той простой причине, что если вы дали себе установку, что все женщины вот такие, как кто-то из прошлого, соответственно, и встречаются вам вот такие же женщины. Это же даже может быть неосознанно. Это ваше внутреннее состояние, это установка, которая вошла в ваше подсознание вот в тот момент, когда вам было больно, неприятно и обидно. Ну а для всех остальных, для тех, у кого все прекрасно с межличностными отношениями, это может быть какая-то коллега из прошлого, это может быть даже подруга из прошлого или начальник из прошлого. И, соответственно, вы испытываете даже иногда дежавю, потому что ситуации, которые происходят, они и вызывают в вас эти воспоминания, а все дело в вашей установке, в вашем внутреннем подсознательном состоянии. Вы осознанно, может быть, даже этого не понимаете. Ну, а для освобождения, пожалуйста, есть практики, есть медитации на канале, ну и, соответственно, вы сами можете проанализировать. Это работа над собой. И только вы, изменив отношение к прошлому, приняв это прошлое как опыт и поблагодарив за этот опыт, отпустив его, вы можете прекратить вот этот цикл и выйти из этого круга. И тогда изменятся вот те сферы, хотя бы те сферы жизни, в которых у вас есть проблемы. Второе, что было бы здорово изменить для того, чтобы изменилась ваша жизнь. Измените отношение к себе прежде всего. Научитесь, вы не должны, вы никому ничего не должны. У меня иногда на автомате идут выражения, и я могу вам сказать «должны». И, соответственно, это противоречит моему подходу и моей вере, во что я верю, что я пропагандирую. Было бы здорово полюбить себя, было бы здорово прежде всего открыться себе и понять, что вы единственная или единственный у себя и самый любимый. Это ни в коем случае не значит, что вы будете эгоистом или эгоисткой. Нет, наоборот. Когда вы любите, уважаете и цените себя и ставите себя на первое место, вы притягиваете к себе отношения, в которых может идти взаимообмен, энергетический взаимообмен. И вы с удовольствием будете помогать людям, но в то же время люди не будут пользоваться вами. Вы не будете ощущать недостаток ответа. Вот тут я вижу, для того, чтобы это все изменить, для того, чтобы вы не были обижены, для того, чтобы вы не были раздражены, иногда вот у вас бывает чувство, что вас ущемляют, а ведь ущемляете вы сами себя именно недостатком любви к себе. Подумайте об этом. Также для тех, кого интересуют межличностные отношения, особенно мы сейчас говорим о мальчиках, о мужчинах, и в вашем окружении есть женщина, которая вам нравится, к которой вы испытываете какие-то чувства, но из-за страха,
из-за того, что было в прошлом, вы не подпускаете эту женщину к себе и сами же и мучаетесь от этого. Подумайте. Опять же, для каждого из вас проигрываться будет по-разному. Это я увидела один из вариантов кого-то из вас ярко, у кого это ярко выражено. Поэтому измените свое отношение для тех, кому это интересно, для кого это актуально, к женщинам в принципе. Поймите, что все разные. И та женщина, которой вы испытываете чувства сегодня, и интерес которой вы пытаетесь завоевать, она, скорее всего, и потому по масти, по энергии, это женщина водной стихии. Да, они, может быть, в зависимости от знака зодиака, немножко упрямы. Скорпионы немножечко рисковаты, но в своей массе, в своем посыле женщины водной стихии очень нежны и ласковы. Зависит все от того, как вы относитесь к ней и что вы, какой посыл вы несете к этой женщине. Ведь даже если вы не высказываете это, а может быть даже не осознаете, ваша энергия говорит обо всем. Ну а для всех остальных, это не только для мальчиков и для девочек, я опять же говорю, откройтесь немножко людям, не бойтесь, уберите прошлое. Если в прошлом было плохо, это не значит, что в настоящем и в будущем должно быть плохо. И для того, чтобы изменить вашу жизнь, прежде всего измените свое отношение к этой жизни. Откройте себя жизни, и жизнь откроется для вас. Только так, а никак иначе. Да, вы должны начать, а дальше будет ответ. И какой он будет, зависит только от вас. Ну и что же еще было здорово поменять? Для некоторых из вас было бы здорово изменить ваш род деятельности. Ни в коем случае я не говорю, что вы должны. Было бы здорово. У некоторых из вас, из того, что я вижу, из прошлых опытов, из того, что происходит сейчас на работе, это вас напрягает, это вас раздражает. Вас раздражает не только некоторых из вас ваша работа, а раздражают даже люди, которые вокруг вас на работе. По этой причине, из того, что я здесь вижу, прежде всего, если есть такая возможность, если у вас есть такое желание изменить свое отношение, опять же, ваше отношение к вашей деятельности и к людям вокруг вас, соответственно, вы найдете, даже в самой неприглядной работе, вы найдете что-то прекрасное, что изменит ваше будущее именно на том месте работы, на котором вы находитесь. Ну а если совсем не вмоготу, то да, ищите, смотрите, опять же, работайте, ищите информацию, ищите курсы, подумайте, чем бы вам было комфортно заниматься. Найдите именно ваше творчество. Ведь когда вы, неважно к какой работе, подходите как к творчеству, ваша работа расцветает, вам становится интересно, и, соответственно, в любой, неважно какой работе, вы становитесь более успешными. Ну а я, в свою очередь, как всегда, желаю вам, чтобы вы открылись, чтобы вы отпустили прошлое, и чтобы вам было интересно и комфортно. Люблю вас, мои дорогие.